Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет о очередном сезоне Лиги Нюк, укромной битвы, да, который у нас начался. У нас разбили на 8 групп наши союзы. Группы все сбалансированные, как говорят в футболе, групп смерти нету, да, то есть нет, никуда не попало 3-4 топ-союза. Все группы довольно-таки предсказуемые, и на групповом этапе я не ожидаю никаких сюрпризов, да, но все пройдет по плану. И дальше все будет зависеть от того, какой же будет жребий дальше. Да, в прошлый сезон жребий отсутствовал как вид. Просто группу так перенесли. Этот, как мы видим, да, первая группа играла там друг с другом сначала, потом первая играла со второй и так далее. Было, конечно, неинтересно. Ну, не сколько неинтересно, сколько неправильно, да, то есть не имеет смысла, какое место ты в рейтинге занимаешь, какое место ты в группе занимаешь, ну и вообще смысл терялся, да, то есть когда вы на первом же этапе вы сражаетесь с в группе друг с другом, опять же. Вот, ну, надеюсь, в этот раз этого хотя бы не будет. Нет в этом сезоне, я бы так, ну, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, нет в этом сезоне ярко выраженного лидера, да, то есть, как был на прошлый сезон М75, да, то есть, я бы сейчас отметил именно 4 союза, которые равны по силе, плюс-минус, да, это М81, это К4, Фан, да, М74 АВГ, 81 АВГ, Фан, К11 SSD и К15 Level, да, эти союзы плюс-минус, то есть у кого-то есть свои преимущества, да, то есть на М81 в АВГ там у них самое большое количество так называемых супертопов, да, то есть игроков, обладающих большим донатом и с большим количеством прокачанных героев, да, что очень важно именно в укромной битве. Это будет играть важную роль, но у них нет такой глубины состава, например, как есть вот у К-15, да, то есть они одни из главных претендентов, на мой взгляд, на победу, так как у них очень сбалансированный состав, да, у них очень, ну, большая группа игроков высокого уровня, да, то есть это игроки, ну, которые находятся в топ-50 или в топ-100 арены, да, соответственно, это большое количество этих игроков находится именно в топ-100. Тогда как вот в том же АВГ их там гораздо меньше, да. Точно так же Фан, у них очень сильные топы, да, у них 3 таких супер топа, но при этом нет 40 человек, да, 30 человек, которые были бы тоже все в топ-100 хотя бы арены, да, то есть и там за счет этого будут какие-то проседания, да, то есть возможно у них будут преимущества в борьбе за столицу, да, то есть за главную постройку, но при этом удерживать все остальные здания, которые дают меньше очков, да, но они сдают очки с самого начала битвы, да, и, соответственно, будет гораздо сложнее, потому что не хватит сил и ресурсов у топовых игроков. Но за счет этого будет интересно. Опять же, большая нагрузка будет на топовых игроков, так как сейчас можно с помощью пушки сажать плюс 5 в защиту, да, то есть по 7 игроков, ну, по 7 героев. И, соответственно, нужно будет распределять силы, будет немножко совсем по-другому играться, да, не так, такие тактики, как в прошлых лигах, уже будут неприменимы, потому что топы могут сажать 7 героев в защиту, плюс все игроки могут по 2 героя сажать в защиту, соответственно, ну, нужно будет распределять и героев, и игроков, да, так, чтобы занимать какие-то важные здания, да, стратегические, да, для каждого альянса, да, то есть одни играют через физиков, другие через магов. Соответственно, те, у кого преимущество в союзе именно у физиков, да, именно главных топовых игроков, тем нужны будут храмы войны. Те, кто играет через магов, им нужны магические башни, да, то есть, соответственно, держать, которые дают бафы хорошие. То есть это, соответственно, то есть каждый союз должен для себя будет изобретать что-то немножко новое, потому что будет гораздо труднее убивать и удерживать. Тоже будет труднее. Ну, опять же, все будет зависеть от жребия, да, если сведут топовые союзы прямо в самом начале, но будет не так интересно, да. И если же разведут все по разным углам, то вполне возможно у нас будут очень интересны именно полуфиналы и финал. Вот, это такой вот прогноз, такое мое видение, да, то есть, ну, в этот раз я, например, не могу сказать, кто главный претендент, да, то есть ярко выраженного лидера здесь нет, фаворитов, на мой взгляд, нету. Возможно, конечно, многие сойдутся на то, что все-таки АВГ главный, да, так как у них очень большое
количество, да, именно тех игроков, которые находятся в топ-10 арены, там топ-20, да, там заканчивают арену. Ну, у них сильный состав в этом плане. Но все-таки, возможно, в укромной битве сыграет роль именно игроки, которые, ну, находятся чуть ниже, да, в рейтингах, да, более слабые, но за счет того, что их большее количество, они смогут принести очки Союзу больше. Посмотрим, как оно будет. Ну, не знаю, я думаю, что главные претенденты, да, будут это вот Level и Fun, да, на мой взгляд. Потом вот SSD и AVG, да, то есть вот в таком, так бы я расположил, да, вот этот один, ну, не выдавал бы там первое, второе, третье место. То есть, ну, вот одни из фаворитов, ну, все, опять же, будет жеребьевка, будет попроще чуть-чуть тогда как-то выделять, да. Сейчас вот Level и Fun на одном уровне, и AVG и SSD на своем уровне, да. Почему? Потому что я вот видел, как 105-й воевали с Level, да, на колонизации, да, то есть и там это понадобилось им очень много времени, там они почти целый день провели в битвах за колонку, да, и это им далось очень трудно, хотя на 105-м там еще больше топовых игроков собрано. Поэтому будет интересно посмотреть за событиями. И еще самое интересное, что будет посмотреть, то есть за счет того, что были изменены вот правила, да, то есть добавлены эти реликвии, дающие 5 героев в защиту и 10 героев в атаку, да, то есть чем более, почему удержать сложно будет, потому что атаковать будет плюс 10, да, то есть такие вот мобилизации будут как в чуде, образно говоря, заводиться по силе. И времени очень мало, да, минута на то, чтобы там закрепиться, перекрепиться, это, ну, гораздо сложнее собрать мобилизацию очень сильную, и поэтому как бы и атаковать будет сложности в этом, но мы сейчас в подземелье все практикуемся, да, на этих минутных мобилизациях, все получается, да, там на подземелье тоже очень много недель подряд были Fun, Level и AVG в одном подземелье, они друг с другом сражались и побеждали там каждый раз кто-то новый. Выигрывали Level, выигрывали Fun и выигрывал AVG, да, то есть поэтому кто из них сильнее, мы узнаем в конце сезона. На этом все. Всем спасибо.